Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Прежде чем начать основной процесс, хотел бы вам сказать следующее. Многие из вас ждут тайгу, но навряд ли больше нас, потому что мы ее ждем очень-очень. К сожалению, жизнь вносит свои коррективы. Какого рода? В эти выходные позвонил мне ювелир и сказал: Вадим Викторович, я в больнице. Меня по скорой в субботу увезли, сердце. Когда он болел ковидом, осложнение пошло на сердце, он говорит, что мне делать? Вот представляете, вот у парня какая вот сознательность. Он говорит, у меня два варианта, или в больничке остаться, или, говорит, я выйду и потихонечку буду доделывать. Ну, чтобы вы успели перед Новым годом ребят тайгой порадовать. Я говорю, Володя, сиди и не дергайся, здоровье важнее. Володя остался в больнице. Сегодня я с ним разговаривал, и он там на капельнице, на систему, все его прокапывают. Его доктор сказал, что следующий у него прием в понедельник, то есть на следующей неделе. Но и в понедельник будет уже решаться его судьба. Все это привело к тому, что мы просто решили плыть по течению. Не будем ничего форсировать, не будем ничего менять. Просто вот как оно идет, так и идет. Потому что, во-первых, здоровье, а во-вторых, рано или поздно тайга все равно выйдет. Поэтому сейчас вот спешкой можем только что-то изменить в худшую сторону. А не хотелось бы. Поэтому, ребята, работа идет, мы все это делаем. Часть из всего того, что прежде чем лечь в больницу, Володя успел сделать, пускай небольшую, там порядка где-то 35 бритв, но все-таки успел. Осталось больше, но он же все равно ее сделает. Так что не переживайте, все будет хорошо. Ну а теперь я хотел бы попросить вас еще поучаствовать в будущем нашего канала. Идите на крупный план, посмотрите, что будет сегодня, и дайте совет, что будет завтра. Что будем снимать на следующее видео. Потому что многих из вас торкнуло то, что Урмас прислал. Мне самому интересно, что выбрать на следующие обзоры. Но что-то как-то думалка у меня не функционирует. Хотел бы попросить вашей помощи. Вы на крупный план разбирайтесь, помогайте. Ответы ваши, помощь вашу жду в комментариях. Я начинаю. Догоняйте. Во всем этом нам и надо бы разобраться сегодня, парни. Если сегодняшним бритьем уже более-менее все ясно, понятно, потому что те, кто смотрел распаковку, уже знают, что Яки презентуют нам Single Age. Вот она сегодня и пойдет на обзор. С этим все ясно, понятно. Убираем ее в сторону, с остальным еще пока не ясно. Многие из вас, опять же, те, кто смотрел распаковку, впечатлились бритвами от Урмаса. Что у нас здесь есть? У нас есть Меркур Золинген. Это, стоять, 39C. И также у нас есть Germansland 37 от Розараков. Эти две великолепные чудесные бритвы. Если, допустим, их рассматривать на следующий обзор, то получается, не так давно, 7 месяцев назад всего, мы сравнивали Germansland и Merkur 37. В принципе, это можно повторить, 7 месяцев долгий срок, уже может что-то изменилось за это время, но это один из вариантов. Другой вариант. Урмас также прислал Эдвин Джаггер, 89, по-моему, да? Да, DE 89. Есть еще DE86, есть еще какие-то другие, но я вот слышал только за эти. Если, допустим, найдутся желающие, кому интересно вот эту бритву сравнить с Müller R89, тоже вариант. Но опять же, это тоже было на канале. По-моему, где-то года 3-3,5 назад мы уже с вами это сравнивали. Но за 3 года всякое разно могло пройти. Много всяких событий, впечатления уже могли бы поменяться 100-500 раз. Кто за то, чтобы сравнить вот эту бритву и Müller R89 на следующем обзоре, тоже, пожалуйста, выскажите свое мнение. И третий вариант. Третий вариант — это новинка от компании Gillette, которая, по-моему, в этом году презентовала свое новое детище. Я даже не знаю, как это назвать, потому что Gillette — это, собственно, первая компания, которая начала промышленно выпускать безопасные бритвы, а потом в 60-х годах, после того, как она закусилась на кассетниках, она прекратила это занятие. Там какие-то мелочевки, по 2-3-5 баксов выпускала, а вот серьезные инструменты она вот в этом направлении
она выпускать перестала. А тут в этом году хлоп и выпустили. Посмотрите, как красиво. Кто за то, чтобы в следующем обзоре прозвучала вот эта бритва, ну тоже как бы выскажите свое мнение. Все, с бритвами разобрались. Еще две ясные для меня позиции, первая из которых это помазок. Раз уж сегодня будет бритва от Яков, хотелось бы поставить и синтетику, которая мне также нравится от этой компании. Это вот такой вот спорт лото. Они называют это по-другому, это для какой-то другой игры супер-пупер навороченный кубик 20 гранями. Имя которого и фамилия я уже забыл. Мне спорт лото как-то ближе. Но, несомненно, найдется человек, который это помнит и который обязательно напишет об этом в комментариях, за что я ему буду безмерно благодарен. Вот такая красота сегодня будет у нас работать кисточкой. Ну а вторая из определенных, это, конечно же, лосьоны. Во-первых, будет Эпсилон от мужского выбора. Мне он чертовски нравится. И последний раз, когда он был на обзоре, я высказал четкое, недвусмысленное свое мнение, что раз уж у нас с голубым Флойдом не все так просто, то почему бы не обратить свой взор вот именно в эту сторону. Но тут получается так, что в посылке присылает Турмас частичку голубого Флойда, который он где-то какими-то правдами-неправдами нашел и прислал на сравнение. Вот сегодня вот эти вот две вещи и хотелось бы сравнить. И прям в лоб-лоб, и вот те ощущения, которые испытаю, и хочу передать вам сегодня в этом видео. С этим ясно. С мылами. С мылами для меня тоже не так все понятно. Во-первых, понятно только это, до и после. Хочу его повторить, потому что тот эффект, который оно дает, он мне, ну, как бы импонирует. Вот это вот на коже, которая интересно, хочу еще раз это попробовать. А вот из этих трех, угольная, лана или анисовая, я вот и метался, потому что, ну ладно, давай анисовая, а потом понюхаешь лана или угольная, блин, ребята, торкает. Если лана прям конкретно почули ветивера, прям тянет, то угольная, здесь я не так и не смог разобрать вот основные ноты, но общая композиция импонирует. Все, что унюхал, это чуть-чуть ментола, не знаю, есть он или нет здесь, но я его унюхал. И вот эта композиция, которая прям притягивает, опять же черный цвет. Но анисовая, опять смотрю на анисовое и, блин, и вспоминаю все эти абсенты, ликеры, настойки, водочки, которые, ну, скажем так, не без успеха употребляет человечество с участием вот этой вот специи. И все-таки решил, да и хай с ним, пускай будет анисовая. Все, с этим разобрались, это потом. Так, мыльно-пузырная у нас будет вот это. Ну и раз уж мы так совсем быстро разобрались и все распихали, настала очередь новинки от Яков. Это Single Edge, ребята. Второй по списку, который выпустила компания, потому что первая Single Edge, которая была, она была под обыкновенные лезвия. А это вот под такие. Помните? Они еще выпускаются вот в таких вот караебочках, с которой у меня сегодня случился конфуз. Начал ее вытаскивать, а вот здесь вот что-то вот переклинило такое. И не стало выходить. Язычок вот этот вот мешал. Мне мозгов не хватило взять дремель и аккуратненько так срезать все это дело. И я решил покурочить вот эту вот направляющую, о чем сейчас жалею, конечно. Надо было все-таки взять дремель и отпилить вот этот язычок. Почему? Раньше открывалось нормально, сейчас не знаю, вот так случилось. Но все это привело к тому, что вытащить-то лезвие все-таки могу, кое-как грехом пополам. Но вот этот бегунок ходить перестал. Вот видите, вот он его подклинивает буквально. Так что вот такая фигня. Не исключено, что все-таки придется взять дремель, отпилить эту фигню, но это я уже не вернул. Здесь уже попандос полный. Искать какую-то металлическую поверхность и рихтовать, но в таком замкнутом пространстве, конечно же, не получится. Так, ладно, убираем это в сторону. Итак, наша Single Edge голова. Сделана так же просто и незатейливо, как и предыдущая под обычное лезвие. Посмотрите. Царство минимализма, все это, конечно же, литое, все это сплав чего-то, чего сказать не могу, со временем, возможно, появится на сайте. Да тут вот, знаете, и вот сейчас вот так вот первым взглядом я могу похвалить лишь покрытие. Хром здесь, да, могучий. Лишь бы они с этим не перебздели, не слишком много лишнего не дали, потому что вот сейчас я его ощущаю как вот масло масляное, прям он такой, прям вот такой вот хром. Здесь вот если, допустим, смотреть, то здесь еще норм, здесь тоже красиво, а вот здесь тоже норм, вот здесь вот в этих вот местах я посмотрел, такое ощущение, что его просто дюже богато, как бы он там сколупываться не начал. Ну посмотрим, время покажет. Резьба стандартная,
М8 шагом 0,5. Ну, здесь вот так вот винтик отпилили, и понятно почему с двух сторон, потому что полный здесь никак не вставить, он будет просто мешать. Поэтому его так вот бесщадно, нещадно и обкромсали. Давайте уже наконец ставим лезвие. Опа. Стоит как родное. Вот здесь вот на гарде, я не знаю, видите, не видите, две таких каких-то. А, это от литничков. Все, вопросов нет, нормально. Ну и вставляем наше лезвие в крышечку. Теперь осталось понять, какую ручку сюда прикрутить. Давайте разбираться. Поначалу-то я воеводу взял. Нравится мне воевода. Но после того, как я ее накрутил и посмотрел вот то, что получилось, ну как-то, как знаете, как Петр Первый, когда с загранкомандировки вернулся, уезжал нормальный мужик, а приехал с какой-то маленькой головой. Ну вот типа такого что-то получилось. И потом я все-таки решил взять, ну это не совсем воевода, это просто ручка, которая будет с нового старта. У нас сейчас старт новой модификации. И вот здесь вот уже, здесь уже более-менее все так, смотрите. Уже как-то больше по камильфо. Ну и понятно почему, потому что размеры все-таки, да, отличаются. Так вот, если вот так сравнивать. То есть разница все-таки есть. Мы ее просто пропорционально так жить, уменьшили и все. Так, ладно, давайте посмотрим на зазоры, что у нас тут такое есть. Да, вроде все нормально. Да и трудно было бы здесь ожидать чего-то другого, потому что на одном лезвии напортачить, но это нужно умудриться. Геометрия. Не знаю, сколько градусов они здесь взяли, но от всей души надеюсь, что это будет брить мягко, потому что вот так вот сейчас вот просто первым взглядом, если смотреть, мне она почему-то кажется больше, чем на гемах. Если сравнивать с моим любимчиком, который меня бреет просто сказка. Он когда бреет, я мурлычу, мне так хорошо, что я вообще больше ничем не хочу бриться. Вот так он бреет. То посмотрите, явно видно, что здесь геометрия несколько завышена. Ну, в смысле, как радиус завышен. Если здесь вот так вот чисто визуально я мог бы это определить где-то 15-16 градусов, но нет, вру, может быть градусов 18-20, я не мерил, то вот здесь это уже вытягивает на полноценные 20 с копейками. Ну, загадывать не будем, давайте побреемся, а потом посмотрим. А что у нас? А все у нас, пошли бриться. Хорошо. Первый предкомпресс – это перед, до и после. Специально его сделал, чтобы нанести вот эту вот интересную субстанцию. Единственная субстанция из всего того, что на сегодня сделали ТДС, которая не торкает запахом. Там запах, честно сказать, ну там нечем торкать. Там не тот запах, чтобы торкал. Но работой вот эта штука торкает, поэтому и хотелось бы к ней вернуться и попробовать еще раз. Так, дайте-ка еще вот так вот сюда маленько. Не, ну нельзя сказать, что он там никакой. Нельзя сказать, что он плохой. Что-то там, чуть-чуть того, ну чуть-чуть ментольчика. Вполне вероятно, найдутся люди, которым он не понравится. И наверняка найдутся люди, которые от него будут, ну не то чтобы в восторге, но понравится, по крайней мере. Но сам себе это объясняю, это не основное предназначение этой штуки. Основное это подготавливать щетину и кожу лица к основному действию, бритью. И вот хочу еще раз это на себе испытать, потому что первый раз мне понравилось. Хочу понять, не ошибся ли я. Думаю, не ошибся, потому что вот даже сейчас вот так вот нанеся все вот это, рука вся прямо вот в этой всей штуке. Потом вот на то, что я сейчас нанес, наверное, еще один компресс забабашу, чтобы ну, чтоб вы поняли, да, чтобы все это разошлось хорошо. Так, убираем в сторонку. На сегодняшнее бритье его эпопея закончилась. Мыло анисовое.
Ребята, оно натуральное. Я там торкнулся что-то вначале в то, что это угольное натуральное, оно все натуральное. Роза была натуральная, это анисовая натуральная. Состав вот сейчас вы наверняка увидели на экранах. Поэтому, ну, тут, честно сказать, ТДС удивили. Мыло, оно не твердое и не мягкое, вот так вот пальчиком можете провожать хорошо. Но как только открываете банку, ребята, понимаете, все вот те абсенты, все эти настоечки, все эти анисовки, они перед глазами просто стоят. Ну вот дай мне понюхать абсент чешский, да? И вот, допустим, вот это. Да я фиг бы отличил, где абсент, а где мыло. Ну так, чтобы я руками, конечно, не трогал, на зуб не давали. Ну прям огонь, огонь, интересно. Крайне не рекомендую всем тем людям, кто не любит анис. Ну, потому что он здесь во всей своей яркой, красивой ипостаси. Здесь прям анис, анисовый, блин, анис, прям вот анис. И все те, кто от аниса в восторге, ребята, от анисовой водки, от абсента, от греческих этих водок, там, от испанских, ну кто там на анисе все вот это вот делает, фигачит. Ребята, это просто пипец. Что не понравилось? При наборе мыла, прям сейчас скажу, молчать не буду, при наборе мыла здесь вот слишком дофига всего, и оно все туда ушло. Понимаю, что это на первую ходку, потому что ну, оно же потом застынет, оно же потом высохнет, и туда уже будет проваливаться меньше, 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 меньше и меньше. Но вот сейчас, ну не то чтобы расстроило, не мой вопрос, а мыло где? А оно все там, вот видите, все пропало. Все пропало. Так, ну все. Что-то я набрал на помазок. Так, давайте сейчас второй компресс и начнем бриться. А бриться сегодня, ребята, будем как никогда не брились. Я так еще никогда не делал. Серьезно говорю. Так, компресс. Хорошо. А бриться, ребята, сегодня будем два прохода. Почему не в 3? Почему не в 1? Несколько последних видео, по-моему, 3 или 4, я брился в один проход и сам для себя понял, что да, я так бриться могу. То, чего я достиг вот за эти 3-4 бритья, пенка, смотрите какая, да? Ой, а какой запах идет от мыла, просто чума. Мне это, ну не то чтобы не нравилось, ну в 20-30% ДФС присутствовало постоянно. Я просто понимал, что нужно совершенствоваться на этой стезе, и рано или поздно я бы научился бриться в один проход. Но это мне помогло. Помогло еще лучше запомнить, как у меня растет щетина. И помогло понять, что... Вы обратили внимание, каждый раз, когда брился в один проход, всегда, практически всегда в каждом видео резался в одном и том же месте. Это был такой, знаете, дыдын-дыдын колокольчик. Многие из вас это заметили, стали писать комментарии, типа, не торопитесь, ребят, сейчас Иванов наиграется и там что-нибудь там поменяет. Наигрался. Сегодня хочу попробовать два прохода. Первый по, второй против. Могу ли я бриться в один проход? Да, могу. И как уже вы сами не единожды доказывали в комментариях, если где-то что-то как-то, долби все время в одну и ту же точку, и кожа рано или поздно привыкнет. Но в моем случае это труднее, потому что у меня каждый раз другая бритва и другое лезвие. Вы-то долбите все время одной и той же бритвой, одной и той же лезвие, и к этому кожа привыкает. У моей шансов нет. Поэтому я сам для себя примерно уже так, на 100%, процентов на 50 понял, что такое бритье в один проход, и хочу попробовать бритье. Ну, этого мы еще не пробовали. Ну и посмотрите, что это за пена. И что это за запах? Как жалко, что ни камера, ни этот несчастный YouTube не могут передавать те ароматы, которые человек испытывает во время бритья. Особенно, если это что-нибудь вкусное. А это вкусное, ребята, вкусное. Ну так вот. Single Edge. Так, где-то, вот, Single Edge. От Яков. Это их вторая Single Edge. Первая была под одинокие лезвия. Ну, Double Edge, обыкновенное лезвие. Здесь же, вот почему-то у меня
вот внутренняя какая-то беспокойность, что вот слишком большой бугор. Но это только побриться можно, чтобы ее развеять. Поэтому давайте. Так, а где моя талисмана? Так, сейчас ручки, крючки. Ну и поехали. Первый у нас по. Здесь так. Как говорил Дмитрич, первым проходом можешь делать большие стежки. Это ты снимаешь. Так, здесь. А нет, еще так. А теперь вот так. А здесь вот так. Ну, за счет длины вот этой, я не могу ее вот здесь вот так поставить. Кожа не того формата. Ну, в смысле кожа. Голова не того формата. Шея. У меня нет вот здесь вот этого. Пока интересно. Правильно сделал, что ручку поменял. На большой воеводе это было бы, конечно, круто. Ну и завершающая. Что-то тут складочка какая-то, что ли, была, не выровнял. Бритва выровняла. Интересно, кровище пойдет, не пойдет. Ну, сейчас узнаем. Итак, первый проход есть. Компресс не буду делать, так просто полотенчиком жмяк-жмяк. Ай. Ну, вот она пропустил, зараза. Ну вот. Теперь нормально. Хорошо. И теперь по влажной нанесем еще раз. Ух ты, как интересно. Оказывается, здесь, по-моему, тоже есть ментольчик. Его сюда запихали. И вот сейчас, когда по мазкам коснулся, такое ощущение, что, знаете, кусочком льда прошел. Прикольно. Так, а вот теперь у нас как раз пойдет против шерсти. Но задача усложняется тем, что у меня там есть места, в которых длина этой головы, ну, нифига не будет вписываться. И нужно будет думать, что там, как и делать. Ну, посмотрим. Всем поклонникам абсента, всем поклонникам анисовки, как водки, так и настойки, категорически, просто настоятельно рекомендую это мыло попробовать хотя бы раз. Никакой химозы, просто вот натурпродукт по запаху. Ну, поехали. Так. Так, ручки-то. Все-таки пошла. Складочку там какую-то зацепил.
Так, ладно, ты еще покушай, погрейся. Я эту сторону сейчас пройду. Да бодренько так я ее цепанул. По ощущениям, знаете, как было, как будто шел и там какой-то бугорок, ты его и смахнул. Но я не помню, чтобы у меня там бугорки были перед бритьем. Так что я пока до сих пор в недоумении, что это такое случилось. Хотя, может, и было чуть-чуть, кто его там считает, бугорок, не бугорок. Полоснем бедолагу. Я мимо тещиного дома, я без шуток не хожу. То бальзам в окно засуну, то я бритву покажу. Ну вот не порезался в своем таком месте, да? Вот где все время режусь. А вот тут вот как без пореза? Ну никак, ну это же Иванов. Вот на тебе вот, блядь. Вот, ребята, традиция. Это очень важно. Ее нужно блюсти. Так, ну все. Подбривок не будет. Вот здесь вот здесь вот, да, маленечко можно так, ну, как будто не видели. Опа, опа. Америка, Европа. Но это попереть. Вот это вот или в один проход вот это выделять, или включать в добривки. Ну тогда получается два прохода и добривки. Потому что ну они так растут. Ну они так растут. Ну все, теперь все. Компресс и автошейф. Ух ты, ничего я на себя налил. Хорошо. Ага. Ну да. Там прям вот что-то бугор-то был. Ну, видимо, что-то там лишнее было, раз отрезал. Так, лезвие здесь есть. Угу. Ну, еще до лосьона могу сказать, что выбрался это знатно. А теперь самое важное и самое трудное. Как их сравнивать? Потому что, ну, они все поглощающие. Ни тот, ни другой не терпит кого-то, кто дышит в спину. Он заходит и сразу занимает все пространство. И как, скажите мне, вот сейчас вот взять и один на одну половину лица наносить, другой на другую. Мало того, что они там тут же смешаются и начнут бодаться друг с другом, так еще ж нужно как-то что-то понять и как во всем этом что-то разобрать. Ну, будем пытаться. Я понимаю, что это трудно, может быть даже практически невозможно, но попытаемся. Итак, старый добрый старичок Эпсилон в левую руку. Так, вот так. От вольного уже не буду. Так. О! Ой! Ой! Хорошо, реально хорошо.
И вот, ребята, пока торкает на 100%, вот прям, даже я бы сказал на 105. Ой, хорош. Эпсилон это, ну, это праздник души. Праздник души с легкой, такой, знаете, вуалью олдскула, что-то вот такое есть. Ну, олдскульность здесь добавляет что-то такое барбарское, что-то вот с этой стороны. Ну вот, не успел я чуть-чуть даже крылья расправить в надежде дифирамбов напеть, а он уже начинает подсыхать и практически уже высох. И, видите, да? Полхлебала сразу утягивает. Он все, он уже сухой. Сейчас еще минута-две, и здесь просто будет шагрень. Так, ладно, пока там, естественно, шагрень образовывается, давайте на другую сторону нанесем смущателя наших мужских душ. Блу. Ну, ну, смешается и смешается. Ну, что с другой стороны? Что, коня проигрываешь? Так, давайте его так точно так же, не маленько. Я все переживал, что сейчас вот так вот все перевернет. О! Бодрячок. Бодрячок. Старичок. Фух. Урмас. А это точно Блу? Я не помню, чтобы мой так спиртом нес. А спиртом-то хорошо несет. Кто сделал? Какая бутылка? Ну, понятно, что не оба спиртовые. Ну, в Эпсилон, к примеру, вы, зная, что он спиртовый, вы запаха спирта не услышите вообще, от слова совсем. Он там искусно спрятан, завуалирован, и его просто нет, тупо нет. Так же, как мы в своем стараемся его прятать, это можно сделать многими способами. И в Эпсилоне, я не знаю, сколько из этих многих использовано, но сработали все. Запах алкоголя здесь вы не услышите вообще. Он будет работать, он будет сжечь, если вы там себе все как правильно сделаете. По фэншуй, не по фэншуй, то что как решит. Но все равно вы не услышите запах алкоголя. Здесь я его услышал. В синем Флойде. Сейчас он улетучился. Сейчас уже... Вот сейчас появился тот старый добрый Флойд, синенький. Да, сейчас я его узнаю. Брата Коль. Но вот сейчас для меня, ну вот тоже, видите, он тоже полхлебала тянет, сейчас уже высохнет. Здесь уже все, здесь шагрень, а здесь еще высохнет. Понимаете, как только я достал его из посылки, я еще не знал, что он там. Но по запаху я уже чуял, что-то там есть. Он чуть-чуть протек, и, ребята, это был дурманящий запах. Я его прямо с пакета на распаковке вымакивал и мазал на себя. И тогда у меня закралась предательская мысль, а что же будет с Эпсилоном, когда их лоб-лоб-то стукнул. Но вся фишка в том, что сейчас вот когда наносил, вот так, этот сюда. Сейчас когда наносил, когда вот только Флойд Эпсилон попал в руки, как старого друга встретил. Ну, знаете, уже свое, уже родное, уже привык, уже душа прикипела, и уже все, нафиг там. Хоть обосрется, да и хай, с ним все равно свое. А он не обосрался. Он... Но вот здесь этого не случилось. Я ждал этой встречи, потому что у меня с Флойдом не было ничего общего уже, ну, сколько? Ну, последние остатки я выслал на Украину. Это Андрею Левченко и Стасу. Там у меня было буквально пузырявочка, я ее располовинил, половину тому. Ну, то есть, вот как, ну, может, уж год. Год у нас ничего там с ним не было вообще. Я ждал, я думал сейчас, старая, добрая. Тем более, что с посылки там он пах так. Ну, вот это вот алкоголь, ну, пускай хороший, но все равно алкоголь. Ну, как-то я отвык уже от того, что я его чувствую в лосьонах. А здесь им шибануло. Ну, ладно бы нюхал из бутылки. Из бутылки пахнет алкоголем, но это нормально. Ну, такое бывает, на это не стоит обращать внимание, потому что запах из бутылки, запах на ладони, на лице, на коже, это все разные запахи, тут даже сравнивать что. Ну,
Но если не зацикливаться на этом запахе алкоголя, уже можно смешать. Ребята, это два хороших автошея, два хороших лосьона после бритья. И тот, и другой подарит вам радость после своего использования. И в том и в другом вы будете чувствовать, что есть уходовые. Шагрень. И у того, и у другого. То, что сейчас синий Флойд, если где-то и найдете, то найдете за бешеные бабки. Это обусловлено не его качествами, не его составляющими. Это обусловлено искусственным ажиотажем, который создали мы сами себе люди на фоне того, что его прекратили производить. Так, ни шатка, ни валка. То помрет, то воскреснет, то помрет, то воскреснет. А потом вообще сдох цуцик. И какие-то остатки сейчас где-то что-то распродают, все, больше его не производят. И поэтому он столько стоит. Но я бы не стал за него платить столько. Они по роду и племени, это два близнеца-брата. Они с одного села, они с одной провинции. Но не может один стоить столько, другой столько, потому что это примерно однотипные изделия. Но шарахают примерно одинаково. У этого замечания только спиртом запах. Совершенно не ожидал. Такого раньше, я за ним не помню, такого раньше за ним не было. Я и в грушу его наливал, и с груши себя поливал. И как-то, знаете, по кайфу было. Никогда даже повода не давал алкоголем запахнуть. Сейчас я его уловил. Почему? Не пойму. Не пойму. Но тем не менее, спасибо, Урмас, большое за то, что прислал эту бутылку. Лишний раз для меня подтвердило, что не создавай себе кумира. То есть сами себе наворочили, а на самом деле оно того не стоит. Все нормально. Да, Олег. Вадим, приветствую тебя. Привет, я обзор снимаю. Что-то срочное, Олег? Все, давай так перезвоню. Да я по Пашке за границу хотел у тебя уточнить. Да, через полчасика, да. Все, Угу, хорошо, ага, хорошо. Так что вот сейчас по чесноку, если бы стоял бы флакон 400-миллилитровый Флойда и 400-миллилитровый Эпсилон, ребят, я бы подсел на измену. Чего брать? Я трижды подумал, брать ли Флойд вот такой, как вот сегодня я держу в руках, или брать Эпсилон. Потому что, время идет, мы все меняемся, у нас меняются мысли, меняются наше физическое состояние, душевное состояние. Мы, кто деградирует, кто наоборот прогрессирует, кто в стагнации, у всех все по-разному. Но тем не менее со временем люди меняются. И вот сейчас, вот на данный момент, я бы например, Эпсилону, если по 10-бальной шкале, я бы дал, баллов 7-8. А вот тому, что вот это вот сейчас держу в руках, 6-7. Даже 7 бы навряд ли, 6. Я не утрирую, прекрасно отдаю отчет в том, что я говорю. Почему этому 7-8? Он меня торкает так, что мне прямо, огонь. Но снизил я ему 2 балла лишь за то, что это не элитная вода, что это самая обыкновенная расхожая. Была бы какая-то вода там за 30, за 100, за 500, за 1500, за 100-500 баксов, не суть. И ты прекрасно понимаешь, что это что-то, знаете, вот как восточная парфюмерия, элитная, что там по крупицам, по капелькам сидят, собирают букет или персонально для тебя как личности. Или есть какие-то такие эксклюзивные маленькие партии, которые больше никогда и никому ни за что не будут выпускаться. Вот там можно с 10 баллов ставить. И то не факт еще, что зайдет. Поэтому вот здесь 7-8, с чистой душой и сердцем. Здесь 7 было бы враньем. Я, знаете, по старой памяти, что это Флойд, я бы ему балл добавил. А 6 он здесь честно заработал. За что? За ту радость, которую подарил с распаковки, потому что там запах был ого-го. За ту радость, что вот сейчас дал. Но сейчас эта радость была перебита Эпсилон. Потому что Эпсилон сработал как автомат Калашникова, без осечки. А у этого осечка в виде запаха алкоголя. То есть холостой он все-таки зашел в воду и пузыри пустил. Не ожидал. Но факт остается фактом. Возможно, стоит его испытать в одного. То есть без всяких эпсилонов. Просто раз вот так вот.
Возможно, он тогда как-то по-другому заиграет. Но если вы так же думаете, давайте на следующий обзор вот его одного и запустим. А сейчас пока вот такие вот выводы. Помазок. Помазок синтетика от Яки. Ребята, он именно потому у меня и остался, что он мне нравится, наряду с теми. Вот у меня сейчас от Яков осталось только то, что вот мне как-то, вот знаете, я даже порой и объяснить словами-то не могу, почему, но я это выделил из общей массы и оставил себе. Где-то это сугубо индивидуально, где-то это сугубо имхово, но все то, что я оставил, оно мне реально по кайфу. Здесь меня смущает только вот этот шарф. Я понимаю, что это не ЛГБТ, я понимаю, что это не спортлото, я понимаю, что это под какую-то там супер-пупер популярную игру, да. Ну что-то как-то, знаете, мне вот эту розочку на переключателе коробки передач напоминает и как-то вот в те времена отправляет. Я к зэковскому творчеству как-то всегда спокойно относился. Честно сказать, оно мне даже не нравилось. Вот эти все зэковские дела, там вот это ботают по фене, то все. Только что у меня это иногда проскальзывает. Ребята, не судите строго, но я продукт той среды, в которой я воспитывался. То есть вот есть какое-то пространство, в котором человек растет. Вот так вот он и на том языке он и говорит. Поэтому нет, с зоной у меня ничего нет, не связано. Самый длинный срок, который отмотал, это 10 дней в американской тюрьме. В российской больше 3 суток не сидел, поэтому, сами понимаете, ботать по фене я бы никак не научился. И ну вот это. А все остальное, вот это das ist fantastisch. По кайфу. По кайфу. Что у нас еще осталось? Подтвердил свое звание, да, реально он работает, да, реально он дает эффект, да, реально он по кайфу, да, реально вам самим нужно оценить, надо вам это или не надо. Но то, что это не фуфел, то, что это работает, это, ребята, точно. Потому что после того, как вы его нанесете на лицо, вам еще нужно будет подумать, что с рукой делать. Потому что просто так вы это не снимете. Вам нужно будет как минимум мокрой тряпочкой руку протереть. Вот так на лице он остается, и так на лице он работает. Запах, да, вот если бы тут еще и запах был, я бы тут вообще сейчас соловьем пел. Но запаха здесь нет, он какой-то рабочий. То есть, даже может быть, нашатырю маленько. Ну, так, знаете, в отголоске где-то есть. А все остальное интересная штука, попробовать стоит. Все, я в нем разобрался. Зачет, однозначно зачет. Что осталось? Мыло. За мыло я вообще все, что могу, я уже что мог, я уже, наверное, сказал, потому что я на протяжении всего обзора тут такие дифирамбы пел. Ребята, ну это реально торкающий продукт. Пенообразование, вы сами все это видели, все это делалось на ваших глазах. То, что было на лице, тоже вы сами все видели. То, что я здесь несколько всяких точек понаставил, это не вина мыла, это что-то там лишнее срезал, сам виноват. Но по факту побрился очешуительно. Просто великолепно. Меня не оставляет мысль, что ТДС поменяли формулу. Что вот вся вот та линейка, которая вот у них сейчас новая вышла, я о которой я вам рассказываю, она качественно на ступеньку выше, чем то, которое было до того как. Вот почему-то мне так кажется. И дело даже не в том, что сейчас вот это вот все натурпродукты, а дело в том, как оно в работе, как оно в ощущениях. Во всех тех продуктах, которые вот сейчас вот через меня прошли, это роза и анисовая, ну, яркое отличие в запаховой составляющей. Видно, что тут полностью кардинально все изменили, переработали. Потому что это реальные нехимозные шикарные запахи. А роза вас даже еще интриговать будет, потому что то, что начинается с розы, не факт, что роза закончится. Сейчас я этот запах воспринимаю совсем иначе. И даже, возможно, как бы и не интереснее, чем роза. Посмотрим, что будем с анисом завтра. Ну, потому что сегодня я его как анис хороший воспринимаю. А если за розу говорить, так, розочку я уже у шкафчик убрал, потом вытащу, скажу. Роза сейчас уже какими-то другими ароматами заиграла. Почему? Потому что я ее разбил, она воздуха коснулась, не знаю. Но пахнет ничуть не менее интересно, но к розе добавилось что-то еще. Анис. Ребята, я люблю анис. Поэтому, если кто-то из вас его не любит, вот все то, что я сегодня говорил, разделите на 2. А пока я этому мылу с превеликим удовольствием даю 8 баллов. 5 это за пенообразование, за стойкость пены, за скольжение, за постскольжение, за все те составляющие, которые он обладает в полной мере. И вот тут я вот просто не нашел сам для себя какого-то изъяна. Вот мне просто понравилось с ним работать. А оставшиеся 3 я бы, пожалуй, все-таки дал за запах. Он
Вот был бы он химозный, да, все, это поломало бы все, это порушило бы всю конструкцию, и на пенообразование, и на стойкость пены вы бы уже не так смотрели. Но нет здесь химоза. От слова совсем. Здесь просто неприкрытая самбука, неприкрытые там все вот эти настоечки, анисовочки. Так, это сейчас слово-то такое написал. Уза какая-то, уза у греков есть. Вот уза. Никогда ее не пробовал, но надеюсь, когда-нибудь попробую. Ну и, конечно же, абсент во всей своей красе. Хорошо, просто хорошо. Бешч, однозначно зачет. Ну и бритва. Для тех, кто не успел заметить, напомню, у нас сегодня были, так, если там не получится, вот здесь вот хотя бы посмотрите, Feather Professional Super. Что я могу сказать? Ребят, кто считает, что таких лезвий недостаточно на рынке, кто никогда не брился с этими лезвиями в сингуле, вот то, что я вам сейчас скажу, вам будет вообще неинтересно. Вы это даже смотреть и слушать наверняка не станете. Вы наверняка уже просто ушли с этого канала и смотрите сейчас какой-то другой канал. Но вот, ребята, кто знает, что этих лезвий достаточно на рынке, что есть из чего выбирать, это и не один, и не два, и не три, и не четыре, и не пять, то, скорее всего, для вас вот эта вот новость будет очень интересна. Смогли, сделали. Мне лично, вот именно вот таким форматом лезвий неудобно бриться по одной простой причине, что один из проходов я вынужден делать вот так вот, а у меня здесь как раз радиус. И мне приходится как-то изгаляться и выворачивать эту бритву. Но это мои проблемы, это мое строение лица, и мне нужно как-то подловчиться и выкрутиться. А во всех остальных местах носогубное, он везде подходит, везде все работает. Яки молодцы, молодцы. У них получилось. Делали хорошую бритву. Кто-то там из парней в комментариях написал, если будет стоить 5 баксов, цены и не будет, там очередь будет стоять. Ребята, боюсь вас разочаровать, но когда это появится, вряд ли это будет стоить 5 баксов. Потому что на сегодняшний день вилка у Яков, там, по-моему, минималка 6,5, а максималка 9,5, что-то типа такого. Но новинку за 5 баксов вряд ли они станут выпускать. Скорее всего, это будет в том же самом диапазоне. То есть от 6,5 там, до 9,5 баксов. На наши российские перевести, но это от 500 до 700 рублей. Но это все равно, это разве деньги для хорошей бритвы. Но тут есть маленький нюанс. Те люди, которые пользуют вот такие лезвия, как правило, сидят на хороших, матерых, породистых бритвах. Станет ли им интересно смотреть вот на эту фитюльку? Тот еще вопрос. Потому что в мире SE станков, SE голов, ну там жесткач какая конкуренция. Там просто так вот, вышел пинком, дверь не откроешь. Не. Загрызут, залают, обосрут, обругают, там по-всякому может быть. Тут надо будет трудом, с потом, слезами пробивать себе дорогу. Сможет ли эта голова? Не знаю. Покажет время. Но мне понравилось. А что будет дальше? Узнаем. На этом разрешите с вами попрощаться. Кстати, вот сработали оба. Молодцы. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и что будет на следующем обзоре, это будет зависеть от ваших комментариев. Тот комментарий, который соберет наибольшее количество люба, и будет определять, чем мы побреемся в следующий раз. Так что увидим через пару-тройку дней. Сегодня что? Ну да, через пару-тройку дней, это в субботу и будет. Или в среду. Это в среду выйдет, значит в субботу. Что вы мне голову морочите? Ну все, пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.